Так, всем привет! 24 апреля 2020 года. Наблюдаем Венеру и стримим для вас планету Венеру через телескоп, та, которая на закате по вечерам. У меня здесь сейчас интернет не супер, поэтому я на дом, на крышу полез наверх подальше, повыше забросил смартфон. С него раздаю интернет на другой смартфон, и с этого второго, короче говоря, стримлю для вас. Потому что я выкладывал видео, но не все поняли, все просят показать, как это выглядит. Поэтому сейчас я вам продемонстрирую. Сынок мне будет помогать. Сейчас вы видите изображение Венеры на экране ноутбука. Сейчас включу свет. Вот. Так. И вот в полевых, так сказать, условиях у меня питание, ноутбук. Вот сынок помогает, помаши. Всем привет. Привет. Hello from Ukraine. И вот у нас телескоп стоит, смотрит на Венеру. Телескоп Celestron C8. 200 мм апертура. На монтировке Arsenal EQ5, EQ Star Pro система управления. Собственно, вот тут мы видим движки, которые поворачивают телескоп. Система управления без пластилина и синей изоленты никуда. Это двигатель вечный прогресса. И подключено все это сейчас к ноутбуку. Да, астрокамера. Астрокамера SV Boni просто с удлинителем от линзы Барлоу. Саму линзу я скрутил. Hello. И оставил. Это для того, чтобы просто меньше крутить ручку резкости. И кабель с камеры на смартфон. Но так как я поспешил, пока Венера не опустилась под горизонт, поспешил на скорую руку начать стрим, поэтому мы не очень хорошо выставили монтировку по полярной звезде и по уровню, поэтому немножко Венера у нас убегает из кадра. Покажи, сынок, как мы настраиваемся. Вот она немножко уходит из кадра. И вот есть возможность, вот он нажимает в программе управления. Ну покажи еще. Вот. Можно выбрать скорость. Ну так ее оставь пока. Ой, уходит. Нажми звездочку. Подержи. Подержи. Что-то пошло не так. Ты стоп нажал. Посерединке не надо нажимать. Он теперь запарковался у нас. О, беда. Надо быть очень аккуратным. Все, убежало. Ёлы-палы. Вот сюда нельзя нажимать, ты понял? Да, всем. Сейчас попробуем переподключиться. Блин, парк теперь. Как с него выйти? Вот он парк, ёлы-палы. Все. Я понял. Возвращаемся к камере. Вот эту кнопочку нельзя нажать, эту нельзя нажать. Ты понял? Угу. Теперь давай. Сейчас я смотрю в искатель. Угу. Значит, А я управляю. да, я тебе буду говорить. Вот у нас Вниз, вверх, влево, в вправо. искатель. Соответственно, сейчас вот сюда посмотрим на нее. Видите, вот она там. Где? Перекрестие нити. Я буду смотреть. Внизу? Да. Она внизу? Сейчас. Давай, нажимай. Туда? Следующую скорость большую поставь. Троечка. Да. Поехали. Нет, не в эту сторону, другую. Теперь в другую, вообще в другую, лево-право. Давай еще. А теперь в другую. Вверх-вниз. Еще. Вверх. Давай еще вот так. Стоп. Перейди на меньшую скорость. Двигай. Вверх-вниз. Вниз, вверх.
Кошка там. Вверх, вверх. Вниз. Нажми, держи. Вниз? Нажми, держи. Туда? Выставь другую вот эту скорость. Не двигается. Вот она, вот она. Держи смартфон, держи Звездочка. смартфон, держи. Держи, держи. Вот она. Все, поймали. Поймали. Ура, ура, ура. Понимаете, проблема какая? Проблема в том, что когда мы потеряли ее, я ее не могу увидеть в телескоп. И в искатель по перекрестию нитей намного сложнее, соответственно, найти. Всем добрый вечер. Вот наша Венера. Поближе, приблизи ее. Сейчас можем подкорректировать в программе параметры. Да, конечно, про Луну. Да, сейчас новолуние. Новолуние. Сейчас Луна проходит между Землей и Солнцем. Соответственно, на вечернем небе сейчас Луна не видна. Постарайся так держать, смотри на нее, чтобы она по центру была. Он туда фокусируется. О, вот так. Луна сейчас возле Солнца проходит на дневном небе. И, соответственно, она не видна. В ближайшие дни, завтра, послезавтра уже узенький серп появится на вечернем небе. И нашу драгоценную Луну мы снова будем наблюдать. Так, смотрите, давайте сейчас подкорректируем экспозицию. Чувствительность, во-первых, сейчас на ноутбуке добавлю яркости. У меня тут, прошу прощения, много всего. Во, добавили яркости, да? Угу. Лучше стало. На серединку Луну Так, поставь. смотрите, экспозицию вот так уменьшаем. И gain. О, подведи теперь чуть ближе. Еще подводи к экрану. Видим узкий серп Венеры. Она, вот так она сейчас видна в телескоп. Не получалось мне смартфон прикрепить к телескопу, чтобы прям с окуляра стрим проводить. Приложение YouTube не может сфокусироваться. Вот таким вот образом получается. На ноутбук ведем с камеры, астрокамеры SVBONY SV25 стрим. Вот он, серпик Венеры, видите. Вот даже сейчас телефон, понимаете, не может нормально держать фокус. Не может держать фокус на Венере. Вот и получается, когда мы на фотоаппараты, видеокамеры, на все ультразумы, на примочки к смартфонам часто наводим на яркий объект в небе или на ту же Венеру. Вот так немножко отведи. Когда мы наводим и пытаемся сфокусироваться, у нас получается яркое пятно. Вот. И мы думаем, ничего себе, что это такое? Сейчас огромное количество людей думают, НЛО, что-то странное. Не верят. Ну вот давайте я вам снова покажу. Значит так, стоп, не нажимаешь, паркинг не нажимаешь. Да. Ух ты, Мексике привет. Hello from Ukraine. Смотри, сейчас... Слишком если что- ярко сделай, не видно. Ага. Слишком Сейчас. ярко. Оп, вот так. Яркость убавь. Сейчас, секундочку. Добавим. Так, сейчас я вам снова покажу, как у нас это все происходит. Так, следи. Держи, так сказать, руку на пульсе. Яркость, да. FN? Яркость FN и солнышко. Угу. Еще. О, великолепно. Вот так. Сынуля мне сегодня помогает. Наблюдаю. Сам я бы не справился. Да, следи, пожалуйста. Кто-то камеру держит. Младший научный сотрудник нашей полевой обсерватории. Вот она там, красавица. Венера в небе. Как, кстати, качество? О, 270 килобайт к вам улетает. Как я в начале стрима рассказывал, я сейчас забросил на крышу дома один смартфон, с него раздаю интернет на второй в 4G. Телескоп Целестрон C8 200 миллиметров. Апертура. Вот эта красавица Венера, ярчайшая точка сейчас на небе после Солнца и Луны. Сейчас она в виде серпа. Ага, спасибо за фильтр. Я понял. Вот, сейчас она в виде серпа яркого. В начале года она была в виде половиночки. Прошлой осенью в виде маленького шарика. Planet Venus. Online. Stream from telescope. Reach in telescope.
Добрый вечер. Вот мы с вами делимся красавицей Венерой. Из Украины. Всем теплый весенний привет. Берегите себя, будьте здоровы. Красавица Венера. На канале вы можете увидеть видео. Есть в последних сюжетах. Я снимал через другой телескопчик поменьше. Какое увеличение? А я сейчас не могу сказать. Сейчас камера стоит, просто я снял окуляр и в фокусе телескопа 200 миллиметров фокус. В фокусе телескопа. Ну, допустим, так на глаз это может быть. Сейчас, если вы вот разделите 2000 на 9, разделите вот примерно, мы сейчас смотрели в окуляр 9-миллиметровый при фокусном расстоянии 2000. Вот примерно, может даже чуть больше. Мой Подкорректирую уезжает. аккуратненько, только не запаркуй, то только что мы ее потеряли. Это было ужасно. Иногда не хочет нажиматься тут. Нет, конечно, получается, смотрите, какая ситуация. Сейчас попробую пожестикулировать. Вот сейчас Венера, она высоко в небе, была еще выше, допустим, в феврале. Сейчас она опускается в то же самое время по вечерам. Ну вот, допустим, сейчас у нас который час? Вот сейчас 9 вечера. Вот через месяц, 9 вечера, она будет намного ниже над горизонтом. И Венера все ниже и ниже, она проходит сейчас вот таким образом. Между нами и между Солнцем. И серп ее будет все более узкий, тонкий, она будет ближе к нам, больше видимого диаметра, то есть в небольшие телескопчики, в подзорные трубы, даже в бинокле мощные можно будет увидеть серп Венеры. У меня еще на канале есть съемки, я специально вот сравнивал, как она видна, если снимать на видеокамеру. Сейчас, конечно, есть камеры и у многих людей, так сказать, у кого руки растут правильно, кто находит в себе терпение разобраться в настройках, тем удается. Короче говоря, и на видео фотокамеры заснять серп Венеры. Есть камеры, которые современные способны справиться с настройкой резкости яркого объекта на черном фоне. Но вот и моя камера Panasonic японская не способна это сделать без ручных настроек. В автомате расплывается в пятно. И огромное количество на YouTube есть видео, где люди показывают странное пятно на закате, приближают. Вот. Астрономией давно увлекаемся. Сынуля, да, увлекается со мной астрономией, как стал вот уже подрастать, а я с 90-х годов, как еще в школе, увидел в небе кометы. Ничего себе. Кто помнит, Хейла-Бопа, Хиякутаки, Кометс были. Подстраиваем сейчас. Сейчас движки телескопа ведут его за Венерой. То есть она опускается к горизонту, а двигатели, это моторизированная система, они следят, да, за Венерой, как бы. Но немножко сейчас то ли отстает, то ли спешит, потому что, я повторюсь, мы спешили как можно скорее начать стрим. Она опускается к горизонту, Венера сейчас зайдет за деревья и дома у нас, поэтому точно установить телескоп не получилось. Обратите внимание, да, у нее можно заметить то, что называют рефракция. Атмосфера — это преломление света, и мы видим в верхней части голубой цвет, голубой-синий, а в нижней части оранжевый. То есть это не Венера, это наша атмосфера так приукрашает все звезды, и планеты, и Луну, и Солнце низко над горизонтом. Да. Что у нас с качеством? Ну, должно быть нормальное. Можем попробовать, вот смотрите, есть
У нас еще разрешение разное в программе. На секундочку дай. Да, Мгм. подстрой на серединку, давай еще. Оно очень не отстает. Мгм. Оно отстает так немного. Вот смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас выключим вот здесь у меня есть движение. Кнопочку нельзя это нажимать. Сейчас можно вот это нажать, вот стоп, видишь? Ага. Мы сейчас, смотрите, вот сейчас телескоп следует за Венерой. Сейчас я останавливаю часовое ведение телескопа. всё, Смотрите, и как оно она лежит. быстро, вот моя рука, вот видите, как она сейчас быстро убегает из поля зрения. Вот я включаю звездное движение, оп, снова движки подхватили, снова она пошла. Сатурн и Юпитер не могут быть видны в виде фаз в связи с тем, что они не ближе к Солнцу, чем Земля, а дальше от Солнца. Соответственно, они всегда как бы за нами, за Землей, и мы наблюдаем их освещенную сторону. То есть фазы наблюдаются у Луны, так как она летает вокруг Земли, бывает, между Землей и Солнцем бывает за Землей, а у Меркурия и Венеры в связи с тем, что они ближе к Солнцу. НЛО, ну, были случаи наблюдений, если в поиске 10% батарея садится, да, надо будет сейчас, если успеем. Сейчас подержи 9%, сейчас у меня есть здесь питание, А я можно подключу. объяснить, что вот это вот ВН, ЕС? ВН это наискость. Север, юг, Да, запад-восток. да. Как на английском север-юг? Ну, я не помню. Ну вот, видите, надо нам еще учиться. Так, подводим. Давай, подведи, чтобы по центру было. Иногда он в некоторые стороны не хочет. Вот Мгм. в некоторые стороны он отстает. На телефоне он никогда не отставал. Вот видите, Мгм. не доходит сигнал. Или из-за камера. Это камера, походу. Так, ну мы располагаемся. У нас на стуле ноутбук. Подвели 220. Система управления телескопа. Телескоп на треноге. Монтировка Арсенал EQ5 экваториальная. Это современный аналог монтировки Skywatcher. До 10 килограмм телескопа может на себе тащить. Телескоп Ого. Целестрон C8 200 миллиметров. Система Шмидта-Кассигрена. Вот там видите точечку вдали. Это Ой, Венера. ярко. Так. Рядом многие спрашивают, что за трубочка рядом с телескопом. Вот, это искатель. Там перекрестие нити. С помощью искателя мы имеем возможность навести телескоп визуально на какой-то объект. Вот сейчас у меня стоит в фокусе телескопа, видите, в задней части, куда глазом смотреть. Сейчас нельзя посмотреть. Стоит камера, А ещё не снять, подключенная да? кабелем к ноутбуку. Из камеры на ноутбук идет, как видите, видео. Мы имеем возможности регулировать яркость, контраст. Так, уже садится батарея. Подержи, у меня есть поwerbank. Сейчас мы... Так. Проблема с фокусировкой у Ютуба. Подписаться не забыли на канал и лайк поставить. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и поставить лайк. Спасибо всем, что Смотрите нас. так, в карман смартфон, этот поwerbank. Давай, спасибо. Так, прибегаем к дополнительному питанию. О, зарядка пошла. Сейчас подровняем. О, камера отстает. Восток Украины. Восточная часть. Снимаем для вас. Если бы тут можно было кнопками управлять, как в играх. Сейчас VSD. попробую добиться лучшего качества. Съемку ведем из Украины.
Да, Дагестану привет из Украины, из города Харькова. К сожалению, не расстраивайтесь, если кто-то что-то писал, и мы не успели увидеть. Вопрос может какой-то, так как в таких полевых условиях под строй это убежит сейчас. Есть. Младший научный сотрудник помогает. Есть. Чат бежит на смартфоне на экране, я не успеваю все заметить. У нас погода сейчас очень нестабильная. Луна сейчас в новолунии. Она сейчас на дневном небе рядом с солнышком. В ближайшие дни она пройдет в виде серпа, появится на закате. У кого есть возможность, установите, рекомендую бесплатные приложения для смартфонов. Sky Safari или Sky Map, как вариант, да, их много разных. И на андроиде, на смартфоне сможете увидеть, где Венера, где какие планеты. Написали насчет масштабов SharpCap, а подскажите, где? Честно говоря, я даже не знаю. Сейчас попробую посмотреть. Как разрешение здесь менять, как бы я знаю, а масштаб я не в курсе. А ну смотри за чатом. Угу. Строим. Она меньше приближения просит, чтобы ты показал Венеру. Где ж тут чисто зум изображения? Ну вот это автоэкспозиции. Но это очень это. Вот, все, увидел. Да, спасибо. Так, вижу зум. Так. Все, секундочку, извиняюсь. Вот. Ага. Понял. Тут нужно мелкие, стопроцентные. О, смотри, круче. Сейчас нужно О, на спасибо меньшей большое. скорости. Мы сейчас даже Вот так. попробуем еще тогда, можно разрешение увеличить. Ой! Угу. А внизу она желтая. И вверху синее это преломление света в атмосфере Земли. А внизу это ее настоящий цвет. Она ж не синяя. Ну вот что-то среднее. Ой, тут нужно на маленькой скорости. Угу. На единичку поставь. Или, так сказать, кликать по изображению. Я так... Ой, тихо. Вот так, тыки-тыки-тыки-тыки. О, великолепно. Так. В Бразилии сейчас 3 часа Дня. вечера, 15 часов. Супер. 24 апреля. Это не Земля мешает. Это мы просто сейчас находимся, получается, вот представьте себе Солнце, потом немножко в стороне Венера, а мы сзади, за ней. Угу. Мы, получается, за Венерой. То есть мы как бы смотрим с ее... Это как вот если стоит человек, смотрит в сторону заходящего солнца, вы за ним встанете. Будете видеть часть его освещенного, допустим, лица, и черный затылок. То есть, грубо говоря, вот так. При большом увеличении наводиться не обязательно, потому что вот эти крутить можно. Рамазан, да, вот пишет, когда был, как твой сын, мечтал о телескопе. Честно говоря, и тоже я, когда увлекся астрономией, родители не сразу имели возможность мне, допустим, купить телескоп. И мне подарили подзорную трубу.
крестный мне подарил подзорную трубу, и я однажды был разбужен шумом на улице ночью, вышел на улицу посмотреть, а как же звезды видны там, по-моему, в 4-5 часов ночи. И увидел в небе ярчайшую точку. Ничего себе, побежал за биноклем, это, так сказать, школьник средних классов был. Побежал за биноклем, смотрю, вау, это Юпитер со спутниками виден, малюсенький шарик, и рядом точечки, представьте, вау. Я вам скажу, потом мне отец к этой подзорной трубе 50 на 20, такая легендарная была, советская, да, она и сейчас есть, классно видно, все четко, 50 миллиметров апертура, 20 увеличение. И я в нее огромное множество всего наблюдал, значит, и наблюдал наблюдал Луну и звездные скопления, и даже туманность Андромеды находил, много интересного. Потом первый телескопчик Алькор, у меня на канале есть видео, мне купили, да, и 6 сантиметров всего, то есть, вот так сказать, постепенно. Ну а сейчас, когда у меня есть уже техника более такая серьезная, как бы мне это интересно, но я поэтому вот с радостью и с вами делюсь, потому что понимаю, что как у меня когда-то, у вас тоже не у всех есть возможность Вот она. посмотреть в телескоп. Вот такая история. Хеллобопу я видел просто в небе тогда своими глазами, да. Юпитер сейчас виден на утреннем небе, на предрассветном небе на юго-востоке. Я вот этой ночью его тоже снимал через телескоп, но как-то сегодня не очень удачно получалось, трясла атмосфера, что настройками тут не получалось. А Сатурн в то же время? Да, Сатурн, Марс, они не очень яркие слева от Юпитера. Ну а кто недавно к нам присоединился, вот эта красавица Венера, как она выглядит в телескоп, мы сейчас снимаем в прямом эфире, это стрим. Вот давайте я вам сейчас еще раз покажу. Так, следи, как это происходит. Младший научный сотрудник мой помогает. Телескоп на управляемой монтировке. Камера. Уходит. Подстроить. И вот там Венера в небе. Яркая точка. Есть построить. Многие сейчас удивлены, спрашивают, комментируют, говорят, ничего себе, вот это да, никогда такого не было. Так высоко в небе Венера. И знаете, с чем это связано? Это связано с несколькими моментами. Во-первых, сейчас карантин и самоизоляция. Огромное количество людей отвлеклись от работы, от дел. Дома выглядывают в окно, смотрят вокруг и на небо. И замечают Венеру. Во-вторых, сейчас такой наклон эклиптики, что Венера высоко в небе. Была бы она сейчас видна летом, например, в июле, в августе, она бы была очень низко над горизонтом. Не вот так, как сейчас, да, вот так она сейчас опускается под горизонт. Она была бы намного ниже. И намного меньше людей ее бы увидели, да. Во-вторых, если видимость Венеры припадает на зимнее время, ее намного меньше людей видят. По одной простой причине. Догадайтесь, почему зимой меньше людей видят Венеру? Потому что смотрят под ноги. В северном полушарии, допустим, зима, и в наших краях люди больше смотрят под ноги, смотрят вперед, не на небо, как на отдыхе, отдыхают и так далее. Это даже мои такие, так сказать, наблюдения опытные. Второе, если видимость Венеры припала бы на осень, в наших краях это часто пасмурное небо. То есть сейчас течение обстоятельств, и многие увидели Венеру такую яркую в небе, она такая бывает регулярно. Так, нам снова поступают советы. Давайте попробуем. Попробуйте уменьшить гамму, а яркость повысить выдержкой. Гамму понизить. Да, я, кстати, заметил, что вот эта камера, как я понял, и другие. Повысить где? Держи, давай. Держи камеру. Угу. Я заметил, что эта камера лучше снимает на большем гейн. Я, честно говоря, был удивлен, всегда думал, что наоборот лучше меньше. Давайте попробуем. Прислушаемся к вашему совету. Так, гейн не трогаем. Гамму добавляем, да? Яркость повысь.
Так, гамма у меня уже на минимуме. Гамма как раз, да, на минимуме. Вот могу добавить. Ну вот, если вот так добавляю, дальше уже вот идет пересвет. Это плохо. Ой, лагает. Ну вот немножко с пересветом вот так можно. Подведи чуть ближе. Давайте попробуем подстроить резкость. Держи вот так. Сейчас покрутим резкость. Ой, ой, в телефоне помехи какие-то. А, лучше, Немножко на давай. телефоне лучше стало, чем на ноутбуке. Угу. Ну вот так. Это ты. Нужно сначала папа понять, куда она уезжает, а потом уже нажимать соответствующие кнопки. Имейте в виду нижние настройки уже самого экрана и видеокарты, что ли? Или здесь? Ну вот гамма на минимуме, да, вот здесь у меня справа внизу. Покрути мышкой, покажи. Ну да, вот тут гамма на минимуме. Где гистограмма? Инстаграма. А, Вот это вот. тут ничего двигается. Это просто показывает. Ага, все, я понял. Вот так, да? Захват экрана, но это будет следующий наш опыт. Пока на быструю руку именно так. И я именно так сейчас еще транслирую для того, Ой, что... уехала! Сейчас. Паника, да, паника? Чтобы параллельно показывать и сам телескоп, потому что вы не поверите, огромное количество комментариев, вот то, что я снимал Поставь Венеру камеру. перед этим, то писали, что подделка, он не показал сам телескоп. Это Венера у нас. Планета Венера, которая яркая на закате. Поэтому сейчас мы параллельно показываем, что на экране видно, как вот настраиваем, да, с вами, учимся вместе. И телескоп показываю, как мы снимаем. Сейчас, секунду. Я Ага, понижу вот, смотри, яркость. тихонько. Вот. На гистограмме диагональная линия. Ага. Вот. Диагональная не хочет, ее с Да контрола вон же может. посередине была штучка, влево-вправо. Рад стараться. Да, ну, сейчас, ну, давай попробую Ctrl нажать, где тут у нас. Не хочет фокусироваться. Ну, It's держи a тогда. Venus, yes. О, наконец-то. Ну, да, подкорректировал по совету. Спасибо. Вот здесь вот эти линии справа и слева. Какая-то. Пап, вот так вот. Пока что не трогаем. Ну, вот можете заметить, смотрите, сейчас еще зум сделаю. Обратите внимание, когда мы начинали стрим, такого не было. А сейчас ее очень сильно трясет. Ее очень сильно трясет. Это уже связано с тем, что она сейчас все ниже над горизонтом, и восходящие потоки, вот так держи ровненько, восходящие потоки теплого воздуха от остывающей земли приводят к рефракции.
преломлению Тебя света в спрашивают, атмосфере. какая это. Телескоп сейчас покажем. Сейчас подстроим. Ой, на, я сейчас подправлю. Следи. Я сейчас должен понять, куда она уезжает, чтобы потом соответствующие кнопки, чтобы не запутаться. Угу. Когда она уедет, чтобы понять, куда она едет и какую кнопку нажимать. Да, вот прерывистый только что подвигал, да. Как в фотошопе, грубо говоря, я понял. Даже не знал, спасибо. Вот видите, снова спрашивают про телескоп, а если бы сейчас видеозахватом с экрана, то это бы не получалось сделать, заснять. Телескоп Целестрон C8, 200 миллиметров апертура. Значит, Шмидт-Кассегрен телескоп. Камера СВ Bony СВ 205. Монтировка Арсенал EQ 5, как по-английски. 1, 2, 3, Q, 5. 5. 5. EQ 5. СВ В25 телескопчик неплохой для прогулок, с собой взять и природу посмотреть. Она Я был уезжает удивлен. вверх. Мгм. Я был удивлен, что тот телескопчик за эти деньги настолько хорош. И штативчик, что к нему идет, довольно удобный. Вот. Ну и камера тоже неплоха вот эта. Ну для начала, так сказать. С одной стороны, я от нее многого не ожидал, то, что она может. Но в то же время, когда начинаешь уже разбираться, хочется большего. Ну, предел уж совершенства, так сказать, никогда нет. Вот, видно там, надеюсь, яркую точку Где? в небе. Не видно. Венера. Давайте еще с изображением немножко поиграемся. Спрашивают про СВ Bony V25. Ну, да, Хороший он? да, неплохой. Она сейчас вверх едет. Вот так оставь. Внизу, вот так, не трогай. Она сейчас будет вверх ехать. Пусть она будет внизу. Она будет вверх уезжать. Внизу немножко на первой скорости. Она будет С. С. ЕВ пока что не трогай. С пока что. О, вот так. Она будет уезжать вверх. Венера имеет очень плотную атмосферу. Ее поверхности. Атмосфера, плотность, вид поверхности. Со специальными фильтрами, даже астрономы-любители, многие фотографируют Венеру и видны структуры облаков. Ну, у нас в Харькове пока нет проблем на автомобиле лично перемещаться по области. Конечно, электрички, поезда не ходят, транспорт общественный в городе ограниченным образом. Поэтому, к счастью, мы с вами имеем возможность эту красоту сейчас увидеть, потому что с города мне не очень получается все это показать так хорошо и красиво. Поэтому сегодня нам с вами повезло. Небо прояснилось, да, сегодня такой ветер сильно дул. Угу. Пасмурно было. Облака летели. Спрашивают, самая яркая это планета на небосвете. Да, да. Ярче Венеры только Луна и дальше уже Солнце. Спрашивают, мы используем Целестрон C8. Да, да. Месяц через
несколько дней он снова будет на закате виден. Сегодня новолуние. Давайте сейчас попробуем резкость еще вот в таком масштабе поднастроить. Так, аккуратно. Мужественно. Спрашивают, какой самый большой зум можешь сделать? Значит, на канале последнее видео можете посмотреть с Луной. Сколько там у нас? 677 карат, по-моему. Здесь сейчас я зум не могу сказать, потому что съемка ведется через камеру, прикрепленную к телескопу, без линз. Это сейчас, если зум рассчитывать, это по очень сложной формуле. Я быстро это сделать сейчас не смогу. Что-то YouTube хочет настроиться на резкость. Мгм. Не может. Мгм. Целится, потом обратно. Целится обратно. А будет не будет спрашивают, Что не это? будут с 20 числа ее не будет, спрашивают. Ну да, получается, многие просто пропустили. После полнолуния Луна видна во второй половине ночи, убывающий месяц, так сказать. Потом она видна в предрассветное время. И потом на рассвете она серпом уходит к Солнцу, проходит мимо него, мы ее не видим, она в новолунии проходит между Землей и Солнцем. С Земли смотрим в сторону Солнца, на ее неосвещенную ночную сторону. И после этого... так, да, что? Попробуй чуть-чуть ближе. И под наклоном вот так. О, на шкале справа. Двигаю. У меня не хочется настраиваться резкость. О, наконец-то. Да, Луна во многом очень необычна, я согласен. Но я склоняюсь к тому же, что все-таки Луна, естественно, как она появилась на орбите Земли, я пока сомневаюсь. Те теории, что читал, есть же несколько вариантов. То ли прилетела, столкнулась с Землей из обломков, сформировалась, Да, то из ли обломков. задела, то ли была захвачена, или сформировалась вместе с Землей. Мы наблюдаем не в Харькове, а где-то... Да, в Харьковской области. Да. Давайте покажем телескоп. Многие спрашивают, да. Следи. Угу. Угу. Тот же, по-моему, ехал на большом излучении. Нужно очень аккуратно. Не хочет. О. А я посмотрю. Ой, улетает. Это я налобным фонарем еще
подсветку даю. Ага, то есть оно по крестикам ходит, вот так крестиками. Угу. Оно не вверх-вниз, либо-вправо, а крестиком ходит. Да, Луна, получается, к нам, когда вращается вокруг Земли, она к нам постоянно поворачивается одной стороной. Но вследствие того, что орбита Луны не абсолютный круг, а все-таки эллипс, получается, что при движениях Луны вокруг Земли, вокруг своей оси, мы иногда заглядываем немножко на ее краях, на ее обратную сторону. Это называется эффект либрация. Если напишите на YouTube поиск «либрация Луны», то LIBRACIA, то вы увидите, как это происходит, что даже наблюдая в небольшой телескоп за Луной в разные месяцы и ночи, можно заметить, что кратеры на краю Луны относительно края то ближе к краю, то дальше. То есть все-таки немножко мы имеем возможность с Земли заглянуть на обратную сторону Луны. И также это доказывает даже простыми такими наблюдениями еще ее шарообразность. С каким увеличением будет хорошо увидеть Венеру? Смотря в каких фазах, когда она была видна зимой и чем сейчас, то ее было хорошо видно в телескоп при увеличениях более 100 крат. Сейчас ее будет хорошо видно в телескоп при увеличении, и я думаю, от 40 крат уже, может быть, серпик будет виден. Ой, ехала, Но я сразу ее так ставлю, чтобы, чтобы одна двигалась. да. Она сейчас наверх двигается. Вот так вот. Yes, it's planet Venus, which telescope. Да, на природе выехали. Потому что в городе из окна и из балкона очень проблемно проводить. И балконы, и дома у всех разные. И из окна видно. Колебания большие, шумы. Полтавской области привет. Я недавно, кстати, вспоминал. О, мне так понравился. Надо вот сынулю свозить в Полтаве обалденный музей дальней стратегической авиации. Кто не был, обязательно побывайте. Не все знают. Нам пока не повезло. Наблюдать не удалось пока пролета спутников Starlink. Не, сейчас, к сожалению, кооперироваться не имеем возможности. Мы все-таки стараемся сейчас соблюдать вот эти все моменты, то, к чему специалисты. Я уважаю мнение специалистов. Если мне медики говорят, что нужно сейчас как можно меньше стараться контактировать с людьми, то я как бы к этому прислушиваюсь. И это, конечно, дело каждого. Но как только карантин закончится, у нас в Харьковском планетарии, где я работаю, у нас потрясающая обсерватория, настоящий металлический купол, который открывается, телескоп 150-миллиметровый Карл Цейс. Поэтому я вас, всех, у кого есть возможность к нам приехать, прийти, с нетерпением жду, буду рад видеть. На наблюдениях мы проводим и программы, есть и полнополное видеошоу потрясающее, где все это космос становится ближе. И в телескоп наблюдаем и Луну, и планеты по записи. Там принцип, то есть как карантин закончится, планетарий откроет свои двери, и есть варианты индивидуальных тоже заявок. Можно прийти, допустим, с друзьями, с семьей, оплатить просто минимальную группу, и в вечернее время кто-то из астрономов вас встретит, все это покажет. Вот, так что. Ну, а я сейчас в такое время непростое вот провожу таким образом для вас стримы, чтобы была возможность, так сказать, увидеть и вам, что это там на небе. Интересно, почему на телефоне в приложении управления телескопом
Нельзя остановить слежение, а тут можно. Где нельзя? На телефоне. Можно. Как? Это справа наверху там есть. Там по А, звездам видение, то по Луне или без видения. Возможно, немножко качество ухудшилось. Давайте я сейчас переподключусь, оставайтесь хотя нет, нет, оно просто прыгает качество. Венеру, если знать, где найти в небе, можно увидеть даже на голубом небе. Многим это удается, если поставиться такой целью, когда она даже больше по отношению к Солнцу, чем сейчас, а может и сейчас, можно найти, увидеть на небе и днем. Значит, это первый момент. Второе. Так как Венера ближе к Солнцу, чем Земля, на темном ночном небе, то есть там в полночь, допустим, в час ночи, мы ее не увидим. То есть она далеко от Солнца не отходит. Соответственно, сейчас Солнце уходит под горизонт. То есть ушло под под горизонтом все глубже спускается. И Венера за ней туда бежит. Смотрите видео на канале, есть съемки и планеты, в разные телескопы, и Луны. И рассказываю, как посчастливилось путешествовать на полные солнечные затмения. Кстати, не пропустите, в этом десятилетии будут наблюдаться не так далеко от нас полные солнечные затмения. Получается, на западе Европы и на северо-востоке Африки. В Египте, в частности. Годы никак не запомню. Это не так далеко, потому что полные солнечные затмения штука очень интересная и редкая. Я в первое затмение это мы ездили с экспедицией. Меня как студента взяли в экспедицию. Ученые астрономы наши Харьковского института астрономии. Мы на Кавказ ездили. Потрясающие воспоминания, конечно, и вообще благодарность всем, кто помог мне осуществить такую мечту. Да, а потом мы отправились, вдохновленные друзей, я говорил, можно сказать, или как. Короче говоря, мы ездили из Харькова в Новосибирск на легендарном поезде Харьков-Владивосток. Ой, ты так задел, да? не знаю. Наверное, я стулом. Угу. Сейчас для тех, кто присоединился, всем привет, hello from Ukraine. Покажу вам, подзамерз уже, не? Да. Покажу вам, как мы наблюдаем. It's Venus Planet, да. Вот младший научный сотрудник за пультом управления. Hello. Hello, космического корабля. Рад стараться. Серега, рады стараться. Тут у нас ноутбук подключен к системе управления. Она подключена движками к монтировке телескопа. Да, многие удивляются, смеются. Есть у телескопа штатив, как тренога, да? Тренога, а на ней, вот, как говорят, голова еще. Монтировка, которая с противовесом вот сейчас управляет телескопом. Он следует за, в частности, сейчас Венерой. Яркая точка на небе. Да, мой сынуля помогает. Пап, М, а чё она не успевает? Телескоп не успевает следить
из-за Венеры, и Венера уходит. Почему Венера уходит, да, такой вопрос. Потому что, сейчас покажу вам, вот когда мы устанавливали, во-первых, здесь есть у меня пузырек, и надо очень точно установить уровень телескопа. Во-вторых, его нужно установить на полярную звезду, а когда начал настройку, установку, все это занимает очень много времени. В общем, соответственно, пока я все это смог настроить, установить четко на полярную звезду мне не удалось, поэтому я по компасу грубому на смартфоне просто направил Спутник монтировку летит. грубо на север. Спутник, да? Да. Покажи. Я не вижу. А за ним второй летит. Где? Ну вон же два. А за ним второй. Вон первый, а вон Ну, второй. тусклый это смартфон не поймает. Вот справа отвечает. Starlink сейчас многие А за ним третий. удивлены, нашумел этот проект. Яркие О боже точки. мой, сколько их! Да, Вон ты они! видишь? Сколько их! Вот Я без очков не вижу. капец, сколько их! Их очень Мгм, много. мгм. Ну, к сожалению, вот там они сейчас. Давайте попробуем. Все летят кучей. Вот туда вот. Вот туда где-то. Вот видишь, а я даже без очков не вижу. Сейчас я Вон попробую Они, вон они там. очки одеть, Вон с летят. Вот вашего так. позволения. Вон летит, вон летит. Кстати, вон да, летит, чтобы камера вон не летит. тряслась, надо переключаться. Смартфон не Вот, улавливает. смотрите. Кто увидит, вот Все, они. я Вон, вижу. вон. Да, ну вот это он. Они Это... рядом летят. Посмотри, как красиво. Один за другим. Да. К сожалению, наверное, камера не улавливает. Вот так спутники. One, two, three. 4, 5. Как на английском у нас спутник? Сателлит. Starlink. О боже. Венеру. Масштаб меняй на 100. Да меньше. Секунду. Дай. Нет. Дай. Дай. Помнишь, мы жмем сюда постоянно? О, Вот она. слава богу. Вот она. Хотел на суп нажать. Этих спутников скоро будет. Увеличение у телескопа спрашивали. Вот смотрите, увеличение у этого телескопа, ну как и у любого, рассчитывается таким образом. Получается оптика, то есть физика, оптика, законы природы, их не обмануть. Такова, что берем в миллиметрах, умножаем диаметр телескопа, подзорной трубы, видеокамеры, фотоаппарата, умножаем на 2,5. То есть если апертура, диаметр линзы телескопа или фотоаппарата, допустим, вот как у меня, 200 миллиметров, вот умножаем на 2,5, получаем 500 крат увеличение, плюс-минус. На самом деле больше 2D, так сказать, увеличение уже будет фото-видеокамер дают зум намного больше, чем сама оптика тянет. То есть это уже просто, так сказать, дань маркетингу, что вот наша видеокамера имеет такой колоссальный зум. Поэтому есть такой момент. Но можно применять увеличение даже больше, чем способен телескоп оптический, так сказать, это продемонстрировать. Потому что чисто для человека визуально, когда он видит объект больше, пусть даже немножко размытый, это просто усиливается, да, впечатление. Вот такие моменты. Ну, грубо говоря, вот если телескоп диаметром, допустим, 100 миллиметров, 10 сантиметров диаметр, то максимальное эффективное его увеличение 250 крат. Все, что больше, это будет просто мыло, увеличенное в масштабе. Ну, что, природа такова, да. Ну, тоже зрение у нас у всех разное, впечатления разные. То есть один говорит, у меня там четче что-то видно. Еще, вон сколько они до сих пор летят. Угу. Расходятся по орбитам. Это где-то оттуда позапускал их 6 штук. Илон Маск, да. Ну, а мы с вами наблюдаем, кто приснился недавно. Да, Наблюдаем папа, они Венеру. летят бесконечно. Это, наверное, походу, эти спутники. Интернет, чтобы был везде. Угу. Это вот это... Они, да. Как понять? Если вы думаете, что это спутник, а вы думаете, что это спутник, а на самом деле это планета. Как понять, что это движущийся объект, например, спутник? Поставьте палец немного дальше от объекта, и если он приближается, это спутник. В сторону, да, если смещается. Или какой-то объект, например, дерево, дом, забор.
Ну да, если относительно него смещается. Они все летят этими. Наблюдаем Венеру через телескоп. Для вас транслируем. А какие-нибудь звезды еще будем транслировать? Hello from Ukraine, Denmark. Смотрит нас. Так, у меня по килобайтам качество упало. Давайте сейчас попробую переподключиться. Оставайтесь Да, на с линии. нами. Подстрой аккуратненько. Подстрой аккуратненько. Сейчас я переподключусь и вернусь. Мы снова на связи. Смотри, тускнеет облачка, да, пошли опять. Опа, Ого, сколько их. пропало. Чё? Пошли облака. Вон она и на небе пропала. Ну что ж, спасибо за внимание всем, кто присоединился к нам. Ну-ка, выключи фонарик. Их очень много летит. Если посмотреть. Если посмотреть. О, появляется Венера. Всем пока-пока. Пока. Спасибо за внимание. Были рады увидеться со знакомыми лицами, так сказать, и никами. Всем удачи, будьте здоровы, счастливо. Пока. До новых встреч в эфире и приятных наблюдений. Почаще смотреть на небо. Луна скоро будет, обещаю. Спутников много.